Добрый день, дорогие друзья. В такую жару ничего не хочется, но горячее, все равно жиденькое что-то надо кушать. Поэтому я сегодня буду варить суп, самый простой суп, при варке которого не надо стоять у плиты. Закидываю мясо на костик, у меня одна мозговая косточка, остальные все ребрышки. Закладываю ребрышки, накрываю крышкой. Доводим до кипения, снимаем пену, огонь убавляем и будем варить часа полтора-два. Сегодня мы с вами варим самый простой суп, самый быстрый суп. При наличии бульона суп можно сварить менее чем за полчаса. Вода закипает, пенка начинает собираться, надо убрать ее вовремя. Пенку убрали, пол-ложки соли, накрываю крышкой, огонь убавляю и варю на маленьком огне минимум полтора часа. Прошло больше часа, посмотрю, можно закладывать картошку. Как я говорила, сегодня я варю самый простой суп картофельный. Не хочется мне сегодня ни поджарочки никакой, ни зажарочки никакой, ни томатов, ни помидоров. Вот так вот. Хочу просто бульон с картошечкой. Этот супчик будем кушать в мультиварке. Рис сварила на воде, без масла, без соли. Будем вот кушать с таким рисом. Это будет вкусно. Люблю вареную морковку. На семье не очень-то любят. А вот я люблю. Для себя сварю. Подниму немножко огонь. Пусть закипит, потом снова убавлю. Добавляю еще пол-ложки соли. Этого будет, наверное, достаточно уже. Все, довожу до кипения и убавлю. Пусть закипает. Бульон закипел. Огонь убавляю. Крышкой накрываю и на полчаса забыли. Я люблю, чтобы картошка была мягкая-мягкая. Камеру забыла включить. Картошка у меня уже готова. Полукольцами нарезала головку лука. Парочку лаврушечек добавила тоже в бульон. И чайную ложку без верха черного перца. Лук закинула, он закипел. Накрываю крышку. 2 минуты и наш супчик будет готов. Суп наш готов. Выключаем. Посмотрите, какой супчик мы сегодня с вами приготовили. Если у вас готовый бульон, этот супчик готовится за полчаса буквально. Готовится просто, готовится быстро, готовится из доступных продуктов. Получается очень-очень вкусненько. По желанию в этот бульон можно добавить любую крупу. Будет вкусненько. Какой бы вы ни добавили. Хотите рис, хотите макарошки, хотите вермишельку, что хотите добавляйте. По-любому будет вкусненько. Сам бульон вкусный. Когда мясо на кости, бульон всегда получается вкусненький. Бульон у меня получился не совсем прозрачный, потому что я не добивалась того, чтобы был прозрачный бульон. Когда мы варим на сильно маленьком огне, бульон будет вкусный, прозрачный, но мясо будет невкусное. Если будем мы на большом огне варить бульон, мясо будет вкусное, бульон будет невкусный. Поэтому я варила на среднем огне. В этом супе тут у нас и сам бульон вкусный, и мясо вкусное. Рекомендую приготовить. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Кушайте вкусненько, кушайте с удовольствием и будьте здоровы. Всем приятного аппетита. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.